Польше начали строить сухопутную часть Балтийского газопровода, благодаря которому Варшава хочет отказаться от российского газа. Пока копают траншею к Балтийскому морю и строят газопроводы, которые соединят Балтийский газопровод с газотранспортной системой страны. Морские работы начнутся летом. Газопровод не хуже, плоты начали строить от того места, где Балтийский газопровод выйдет на берег. Сейчас идут работы по снятию плодородного слоя почвы на маршруте, сообщил оператор проекта Baltic Pipe. Протяженность сухопутного участка составит 41 километр. К нему уже строят 193-километровый газопровод, который соединит магистраль по импорту газа из Норвегии с газотранспортной системой страны. В Baltic Pipe добавили, что уже завезли оборудование для прокладки микротоннеля, по которому газопровод выйдет на берег. Балтийский газопровод мощностью 10 миллиардов кубометров из Норвегии в Польшу планируют построить и запустить к концу 2022 года, когда заканчивается долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа. Госкомпания PGNiG уже заявила, что не будет продлевать его. Дольщиками проекта «Балтийский газопровод» выступают датские и польские операторы ГТС, Energenet и Gaz-System. Оператор ГТС Польши сообщал, что итальянская компания Saipem начнет укладку газопровода в Балтийском море в следующем году. Суда, которые будут готовить дно для укладки трубопровода, будут мобилизованы в первой половине следующего года. Само строительство морского газопровода начнется летом 2021 года. Сдача работ запланирована на октябрь 2022 года, говорилось в официальном сообщении Gaz-System. В отличие от Северного потока-2, газопровод из Норвегии в Польшу не попадает под ограничения газовой директивы ЕС. Госкомпания PGNiG выкупила на аукционе 80% мощности. Правда, определенности с заполнением газопровода нет. Бывший президент компании Ежи Квеченский признал, что собственная добыча в Норвегии позволит в 2023 году подать только 2,2 миллиарда кубометров. Остальное собираются закупать у сторонних компаний. Строительные работы в Дании тем временем идут уже второй год. Однако из-за дождей, пандемии и технических сложностей возведения участка на острове, Зеландия отложили почти на полгода. Об этом сообщал оператор датской газотранспортной системы Energenet. Работы по прокладке газопровода Baltic Pipe по территории Зеландии займут больше времени, чем предполагалось изначально. Сочетание технических проблем, задержки начала строительства из-за влажной погоды и ограничений из-за нового коронавируса привело к тому, что строительство Балтийского газопровода в Зеландии затянется. Во избежание серьезного повреждения сельскохозяйственных полей, работы на некоторых участках будут завершены только к следующему лету, сообщала Energenet. По данным оператора ГТС Дании и участника проекта, работы изначально начались на месяц позже запланированных сроков. Причиной стали обильные осадки прошлой осенью, зимой и весной. Чтобы не нанести непропорциональный вред сельскохозяйственным полям, на которых ведутся работы, тяжелая техника вышла на трассу газопровода с опозданием. Ограничения из-за пандемии нового коронавируса также затянули работы, сообщала Energenet. Кроме того, возникли технические проблемы с покрытием, защитным слоем сварных швов на газовых трубах, что потребовало дополнительного времени для строительства 70-километрового участка через Зеландию.